Всем здорово, чуваки! На канале уже 155 тысяч подписчиков. Это значит, что мы разыгрываем следующий сюрприз-бокс. Для тех, кто не в курсе, такой сюрприз-бокс мы разыгрываем через каждые 3000 подписчиков. Если сейчас на канале 155 тысяч, значит следующий розыгрыш будет на 158 тысяч подписчиков. Ну и если вы не знаете, что такое сюрприз-бокс, это коробка, в которой может находиться все что угодно. От обыкновенной ручки до 20 тысяч рублей, которые мы туда положим и отправим победителю. Но для того, чтобы выиграть такой сюрприз-бокс, нужно выполнить несколько простых действий. То есть поставить лайк этому видео, обязательно подписаться на канал и написать любой комментарий. Кстати, количество комментариев не ограничено. И уже 30 января в 14:00 по московскому времени в моем инстаграм пройдет прямой эфир, где мы разыграем этот сюрприз-бокс. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите любой комментарий, сколько угодно, а мы начинаем. Для сегодняшнего выпуска нам понадобится Bluetooth-колонка, потому что наш ролик связан со звуком, а именно шумоподавлением. И мы сегодня хотим узнать, какой из материалов лучше всего подавит шум и какая будет между ними разница. Но для начала давайте возьмем шумомер и определим уровень шума, который издает колонка в таком положении, без каких-либо приспособлений. Сразу скажу о том, что шумомер будет находиться на одном и том же расстоянии от колонки в течение всего эксперимента. И также для объективности мы взяли 15-секундный отрывочек из трека, который будем воспроизводить в течение всего эксперимента. Включаем колонку. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Вот так она включается. Так, отрывочек из трека у меня уже готов. Вы ничего здесь не увидите, кроме кнопочки play. Ну и все, включаем шумомер, ставим на максимум и будем определять уровень звука. Минимум, максимум. Готов. I told her meet me in the back, that ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on the nigga, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Но по итогу мы видим, что уровень шума составляет 99,9 дБ. Надеюсь, я правильно сказал. Есть от чего отталкиваться. Но что же может загасить шум гораздо сильнее? Ну, явно, если мы сейчас просто какой-то короб поставим сюда, это будет тише. По-любому же. По-любому. Хотя, может быть, как-то эхо там сыграет, будет там 103. Не знаю. Посмотрим. Че, давай сделаем короб, наверное. И сперва короб просто накинем и посмотрим, что будет с коробом. Надо сделать короб. Для этого мы уже заготовили 5 сторон для нашего короба из гипсокартона. Ну, из гипсокартона обычно стены делают, так что я думаю, что это имеет место быть. Так, далее у нас есть еще 4 брусочка, при помощи которых мы соединим все стороны. Саморезы, шуруповерт. Ну и все. Осталось подрубать и закручивать. Итак, ящик готов. По-моему, даже очень ровненько все получилось, красивенько. Этот ящик нужен для того, чтобы накрыть им колонку и проверить уже уровень звука в сравнении без коробки. Как это будет? Сейчас узнаем. Снова включаем колонку и закрываем, пока она The орет. Bluetooth device is ready to pair. Она просила о помощи. Сейчас проверим, насколько стало глухо. Да, все, четко по центру. Включаем. I told her meet me in the back, that ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on the nigga, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. 95,9. Прям ровно на 4 дБ у нас уменьшился уровень шума. Но это было логично, как бы. Все-таки здесь короб, стенки. То есть звук находится внутри, отражается от стенок, и вот так вот от стенки к стенке бегает, и все, с ним больше ничего не происходит. Только слегка мы слышим то, что находится за пределами коробки. Поэтому результат очевиден. Но Гипсоконтора помогла. Гипсоконтора помогла, да. Не зря из нее делают стены. Как-никак, чуть-чуть, но все-таки уровень шума гасится. Но что, если мы эту коробку внутри обклеим каким-нибудь интересным материалом? Сможет ли он сдержать шум в таком случае? Пах, что думаешь? Я думаю, по-любому должно быть. Но насколько это будет лучше, неизвестно. Но это не будут какие-то листы бумаги. Это будут самые, что ни на есть, крутые, интересные материалы. Как вы знаете, на самодельных звукозаписывающих студиях для того, чтобы сэкономить бюджет, используют ковры. Их клеют на стены, на потолок. У нас осталось немножко газона. В
принципе, это напоминает ковер, потому что здесь много всяких ворсинок. Его-то мы возьмем в качестве шумоподавляющего материала. Обклеим все внутри нашего короба вот этим вот газончиком и проверим. Выбираем подходящий кусочек. Вот, он пойдет у нас где-то наверх. Отрежем немножко вот так вот. Пойдет. Один кусочек есть. Чик. Положим внутрь. По-моему, отлично. Возьмем степлер и зафиксируем все это. Далее выберем еще кусочки. Будем это делать до тех пор, пока не прикрепим весь газон внутри нашего короба. Итак, ребята, короб готов. Смотрите, как внутри выглядит прикольно. Да, не совсем аккуратно, но нам для эксперимента аккуратность не нужна. Так, ну что, настало время включать колонку. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Обожаю, как она включается. Так, ну что, накрываем? Давай. Включаем. Сейчас будем подрубать музычку. I told her meet me in the back, that ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on a nigga, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. 83,7. Слушай, ну не ощущается то, что внутри какое-то эхо есть, реально глушится. Да. Ну, вот по слуху. Звук чище был. Да, чище и прям видно, что не отражается от стенок. Это хороший результат. То есть звук без короба изначально составлял 99,9 дБ. Потом уже, когда мы накинули короб, звук составлял уже 95,9 дБ, а сейчас 83,7. Блин, вот просто гигантская разница с каким-то газоном всего лишь чуть-чуть. Это даже не коврик, это даже не какая-то шумоизоляция, это просто газон, а уже как офигенно глушит звук. Так, ну что если мы возьмем следующее? Там что у нас есть еще интересное? Пенопласт? Да, пенопласт. Газончик нам не нужен, можно его оторвать. Мы взяли пенопласт 3 см толщиной. Посмотрим, как изменится звук на этот раз. Но для начала давайте вырежем куски и обклеим его изнутри. Так, кладем. Слушай, ну все отлично входит. Слушай, Серег, как ты думаешь, вот газон будет больше шума подавлять или пенопласт? Мне кажется, пенопласт, потому что он как минимум толще. Смотри, какой крутой короб. Мало того, что он шумоподавляющий, Он еще и теплый, слышишь? Все верно, он очень теплый. Накрываем. Колонку мы вообще никак не двигаем для того, чтобы она находилась постоянно в одном и том же месте. Мы ее только накрываем новым коробом и все. Давайте включаем теперь шумомер. I told her meet me in the back, that ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on a nigga, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. 88,3. Что-то хреново, да, получается? Что-то непонятно, слушай. Газон намного лучше. Но вероятнее всего из-за ворсинок и из-за того, что он рассекает этот звук, разрезает просто. Да, он как бы останавливает звук, он сдерживает в себе. То есть за счет ворсинок звук задерживается, а у пенопласта плоский у него слой, также звук отражается. Но при этом стенки стали толще, поэтому звук слегка все-таки глушится. Хоть пенопласт и стоит дешевле, чем газон, за свои деньги он справляется со своей задачей довольно неплохо. Шумомер с этим согласен и подтвердил нам этот результат. Как вы знаете, в профессиональных звукозаписывающих студиях для того, чтобы изолировать шум, используется поролон. То есть он бывает там пирамидовидный, треугольный, квадратиками и так далее. Но мы подумали, а почему бы не заменить этот профессиональный поролон на вот такие вот губки? Ну это что же поролон? Сдержит ли он в таком случае шум? Давайте узнаем. Все губки мы будем клеить на вот такой вот двусторонний скотч. Сначала мы вот так вот в коробе это все приклеим, а дальше будем просто насаживать губки вот таким вот образом. Раз, два, три и так далее. Все очень просто. Ну и теперь клеим. Но выглядит это очень красиво. Реально можно в квартире сделать вот так вот целиком, разноцветными губками. Все, звукоизоляция здесь просто пушка будет по-любому. Можно залезть, орать, и никто не услышит.
Ну что, ребята, я доделал эту звукозаписывающую мини-студию. Вы только посмотрите, как она круто выглядит. Вау, слушай. Вообще, да, разноцветная, это крутая такая. Детская? Да. Чтобы оценили, как сейчас она глушит звук, ну просто вот наглядно, мне очень интересно, и чтобы ты, Паха, оценил. Давай. Слушайте. Эй! А сейчас я пойду в звукозаписывающую студию. Эй! Что, нормально глушит? Слушай, ну тише, тише. Тише, да? Давай проверим, как это будет вообще в децибелах, насколько это громко. Давай. Накрываем колоночку. Что? Какие твои предсказания, Пабло? Слушай, я думаю, это лучший вариант будет. Да? Да. Ну, должен быть, по сути, потому что это же все-таки поролон. Так, ладно, включаем. I told her meet me in the back, that ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on a nigga, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the bag. And she came in with a man, but she leaving with me, yeah. So she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. 81,9. Это работает. Это слышишь? пока самый лучший результат. Но неудивительно, поролон не зря применяют в звукозаписывающих студиях. Он все-таки действительно круто глушит звук. Если вам интересно, сколько стоит вот такая вот мини-звукозаписывающая студия без гипсокартона, именно поролон нам обошелся в 450 рублей. А какой результат, а? Круто. Ну как вы думаете, что еще очень похоже на поролон? Монтажная пена. Это что-то между пенопластом и поролоном. Ну, по логике, должно глушить звук очень хорошо. Но не знаю, будет ли это лучше, чем губки. Сейчас мы это узнаем. Как бы ни было жалко, надо отдирать. Да, можно всю квартиру так сделать. Детскую для детей прикольно, да? Да, да. Чтоб они шумели, их слышно не было. И чтобы об стену не ушатались. Еще и красочно получилось. Да, вообще круто. Вот она, монтажная пена. Большой баллон. Его надо встряхнуть для начала. Че, запениваем? Давай. Пошла, родная. Прикинь, баллона пены не хватит нам. Походу, все. Серьезно? Да. Что за хрень? Что этой пеной нам дали пенить? Все. Погнали в магазин еще за баллоном. Так, ребята, нам пришлось гонять еще за одним баллоном пены. Никогда не экономьте на пене, потому что самых дешевых их, как правило, очень мало. Мы в этом сами убедились. Поэтому сейчас вставляем эту штучку и допениваем остальное. Короб мы уже заполнили полностью пеной. Осталось только подождать пару часиков, чтобы она хотя бы схватилась. Снаружи образуется корочка и можно накрывать, тестировать звук. Итак, пена подсохла. Ну как подсохла? Схватилась. Уже ничего не липнет, все хорошо. Можно накрывать нашу колонку и тестировать. Накрываем. Телефон готовим. Готово. Включаем шумомер. Up on a nigga, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the bag. And she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. 91. Ну это вообще какой-то не очень результат. Я думал, пена гораздо лучше себя поведет. По итогу пена у нас оказалась самым худшим материалом после гипсокартона. Ну а первое место завоевывает заслуженно губки для мытья посуды. В принципе, это было логично, но больше всего я не ожидал результата от газона, потому что он такой тоненький и при этом так хорошо сдерживает шум. Но если вам понадобится какой-то материал, которым вы хотите сдержать шум, губки — это хороший вариант. Очень красивый, но, конечно, такой довольно дороговатый получается. Но если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте побольше лайков, подписывайтесь на канал и всем пока!